Добрый день! Сегодня я буду шить легкие летние брючки для своей дочки. Шить буду вот по этой выкройке. Это выкройка из журнала Бурда. Ссылка на нее будет в описании к данному видео. Как видите, это брючки с цельнокроенным поясом на резинке. Шить буду из конопляной ткани, которую мне прислали из магазина ткани Land. Я уже шила для себя брючки из этой ткани, и мне они очень понравились. Ткань невесомая, дышащая, абсолютно натуральная. И я решила, что такие же брючки нужны и моей дочке. Как видите, светлая расцветка ткани немножко просвечивает, но не настолько, чтобы было видно нижнее белье. Поэтому для брючек этот материал самое то. И, кстати, сминается эта ткань намного меньше, чем лен. Итак, я выкроила по 2 детали переда и зада. Прибавка на все швы 1 см, по низу брючин 2. Еще раз напоминаю, что при раскрое помечайте изнаночную сторону, так как потом будет сложно определить, где лицевая, где изнаночная. Переносим метку для кулиски пояса. И начинаем шить с того, что накладываем друг на друга переднюю и заднюю половинку брючин лицевыми сторонами и сшиваем шаговый шов. Шьем на обычной швейной машинке, а после обрабатываем швы на оверлоке. Теперь разворачиваем наши брючины и прикладываем их одна к другой, опять же лицевыми сторонами, но уже совмещаем передний и задний шов. При этом смотрим, чтобы шаговые швы на брючин совпали. Теперь складываем брючки таким образом, чтобы передняя часть лежала на задней, то есть придавая брюкам уже их нормальный вид. И будем сшивать боковые швы.
Низ брючин я подвернула внутрь 2 раза на 1 сантиметр, сколола иголочками и буду прошивать на бытовой швейной машинке по краю подгиба. Верх пояса я обработала на оверлоке. И отложила вниз 2 раза по 3,5 сантиметра. Это ширина кулиски. Так мне удобнее подворачивать. Теперь смотрите, верх пояса отворачиваем на изнаночную сторону до нижней линии, образуя кулиску, и скалываем иголочками. Теперь этот пояс будем прошивать по кругу, попадая в оверлочную строчку. При этом мы оставим небольшое отверстие для вдевания резинки. Как я уже говорила, стараемся попасть в оверлочную строчку. Теперь подшиваем низ брюк. Вот посмотрите, оставили отверстие для вдевания резинки. Я решила, что у меня будет еще отдельный поясок для красоты, поэтому перед тем, как вставить резинку, мы делаем метки для шлевок. Для этого делим пояс на 5 равных частей, причем одна шлевка приходится на задний шов. Теперь с помощью булавки вставляем внутрь резинку шириной 2,5 см, а длину резинки я мерила непосредственно по своему ребенку. После того, как мы вставим резинку, необходимо сшить ее концы и зашить оставленное на поясе отверстие. По переднему и заднему шву я закрепила резинку, прошив ее на машинке. Теперь займемся подготовкой пояса. Для шлевок я раскроила полоску длиной 35 см, а шириной 5 см. Эту полоску мы складываем пополам, лицевой стороной внутрь и сошьем ее по длинному краю. Для пояса я выкроила полоску длиной 1 метр, а шириной 7 см. При этом, смотрите, концы этой полоски я сделала фигурными, чтобы при завязывании пояса они выглядели симпатичнее. Теперь пояс
также складываем пополам, лицевой стороной внутрь и будем его сшивать по коротким срезам и по длинному срезу. При этом в середине длинного среза оставим небольшое отверстие для выворачивания пояса. Острые уголки у пояса подрежем ножницами. Теперь длинную полоску для шлевок и пояс выворачиваем на лицевую сторону и проглаживаем. Пояс по кругу отстрочим на швейной машинке. Полоску для шлевок делим на 5 равных частей и разрезаем. Теперь будем пришивать шлевки. Обратите внимание, как я это делаю. Пришивая шлевку по низу, стараемся попасть в шов притачивания кулиски. Смотрите, как симпатично мы пришили наши 5 шлевок.
Теперь в них вдеваем пояс. И наши брючки готовы. Посмотрите, как легко и просто мы их сшили. А главное, они чудесно сели на моей дочке, при этом они очень комфортные, не стесняют ее движения. Ткань дышащая, на лето самое то. Я осталась очень довольна. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также буду рада любым комментариям.